видно, что они отдают и влагу, и питательные вещества этой орхидеи, и сами теряют тургор. И вот они стали в такую полосочку. То есть они усыхают. Это очень плохо для орхидей. Что нужно в этом случае сделать? Конечно, пересадить орхидею и вот эти все воздушные корни поместить в горшок. И тогда орхидея начнет восстанавливать веламен. И орхидея, может быть, восстановит тургор. Может быть, нижние листики уже и тургор не восстановят. Но все равно для нее это будет лучше. Ну, лучше в том плане, что корни начнут питать орхидею. Нет, все, мы уже нацеловались с тобой. Давай нам нужно показать, как пересадить орхидею. А ты не будешь мешать, ты вот туда ложишься, вон там ложишься, лежишь и не мешаешь. Все. Только подальше немножечко. Давай. Вот у тебя очень много. Добрый день, друзья. Сегодня я хочу показать вам пересадку орхидеи Тоши. Или Таши. Или Таши. Не знаю, как ударение поставить. Очень красивая орхидея. Я ее несколько раз вам показывала на канале в Телеграм. Показала ее цветение. Она очень красиво в этом году цвела. Цветет очень долго и куплена более 4 лет назад. Точную дату не помню, но помню, что приобрела ее в магазине Камелия. Чем примечательна эта орхидея? Долгое цветение, красивые цветы. Но вот растет, я бы сказала, безобразно. То есть цветонос всегда большой, цветов на 10-11, тяжелый, поэтому орхидея сильно наклонилась. И за 4 года корни, которые находятся или находились в горшке, но их практически там уже нет. То есть они настолько старые, вот с этой стороны видно, старые корни, они уже отслужили свой срок орхидеи, поэтому они просто погибли. А орхидея выпустила очень много воздушных корней. Но посмотрите, они сухие. Вот веламен такой плотный, и в нем нет влаги. А опрыскивать каждый день эту орхидею, ну, это сложно довольно-таки. При наличии 350 орхидей каждый день за ней ухаживать сложно. Да и наклон мне уже не нравится. И когда у орхидеи в горшке уже корней нет, что делает орхидея? Она начинает жить за счет своих листьев. Поэтому нижние листья, видно, что они отдают и влагу, и питательные вещества этой орхидеи, и сами теряют тургор. И вот они стали в такую полосочку. То есть они усыхают. Это очень плохо для орхидей. Что нужно в этом случае сделать? Конечно, пересадить орхидею и вот эти все воздушные корни. Есть раскупленные корни. Вот здесь есть верхние, чаще всего вот они, с молодыми зелеными кончиками. Поместить в горшок. И тогда орхидея начнет восстанавливать веламен. Ну, я и постараюсь веламен немного восстановить, опустив ее в большое количество воды, напитать эти корни влагой, а потом пересадить. И орхидея, может быть, восстановит тургор, может быть, нижние листики уже и тургор не восстановят, но все равно для нее это будет лучше. В том плане, что корни начнут питать орхидею. А сейчас это все, ну, по крайней мере, бесполезно. И часто вы мне задаете вопросы: орхидея наклонилась,
У орхидеи корни в горшке плохие. Что с такой орхидеей делать? Когда у орхидеи вот такая масса новых корней, пересадить орхидею не то что можно, нужно в любое время года. А если есть еще и растущие корни, это просто замечательно для пересадки. С чего бы я хотела начать пересадку? Разбирать горшок. Я его разберу после того, как отделю орхидею от старых корней. Я хочу, не разбирая горшок, отрезать верхнюю часть орхидеи и верхнюю часть посадить. Можно вот здесь отрезать, а можно в этом месте. Но я считаю, что вот в этом месте отрезать лучше. Вот эти корни, которые растут в горшок, они не нужны будут. Есть достаточное количество новых корней. И я сейчас, как всегда, попытаюсь одним движением отрезать орхидею. Жесткий ствол. Одним движением. О, получилось. Сплелись корни. Разбираю эти корни, расплетаю. Вот, небольшое количество корней осталось в горшке. А у орхидеи, я считаю, что достаточное количество корней. И даже здесь есть, на стволе остались сухие корни, я их сразу отрежу. Черные кончики корней тоже отрежу. И теперь все эти корни я помещу в воду. Можно поместить в воду в ведре, но я чаще всего использую кухонную мойку, наливаю туда воду и кладу орхидею. Должна она полежать в воде час, два, три. Буду смотреть на корни. Как только веломин начнет впитывать в себя влагу, тогда ее можно будет сажать. И посадку я вам тоже покажу. И еще и можно выровнять орхидею в горшке. Смотрите, пока она вот так наклонялась, сейчас я вам покажу это все. Пока она была в таком наклонном состоянии, она сбросила много листьев. Вот за счет этих листьев она и питалась. Так, это то, что касается самой орхидеи. Посажу, кстати, в этот же горшок. И все корни, вот эти длинные, в горшок поместятся. Ричард? Ричи принес игрушку, вот, положил на стол и требует, чтобы ему ее бросили. Но мы не будем ее бросать. Ричи, на, забирай игрушку и уходи, не мешай. Многие мне говорят, оставьте корни в горшке, орхидея может дать детку. Я не буду этого делать, потому что сейчас я разберу горшок, и вы увидите, что в горшке корней нет. Вряд ли получится из этого детка. И даже здесь на стволе вот остались пеньки от цветоносов. Там почек живых нет. И вот посмотрите, какие были корни в горшке. То есть их просто там нет. И бессмысленно ждать от таких корней детку. И сам ствол, вот это ствол при рождении, то есть с тем, чем я сажала, вот он подрос, но стволик здесь маленький, и цветовых почек на нем нет, ну и корней нет. Оставлять этот пенек не нужно. Как я и сказала, сейчас я помещу эти корни в воду. Так. После того, как корни орхидеи находились более 2 часов в воде, мы продолжим работу с ней.
Что нужно нам сделать в первую очередь? Очистить весь ствол от старых чешуек, от листьев. Они стали более мягкие. Ну, мне будет это легче сделать. Но если это все равно трудно, секатором надсекаем чешуйки и буду снимать их маленькими частями. Даже после пребывания в воде 2 часа листья не набирают тургор. Листья начнут набирать тургор через 5-6 дней. Сразу тургор не восстанавливается. Это процесс длительный, пока начнут корни отдавать набранную влагу листьям, проходит какое-то время. Через полчаса ничего не происходит. Такие сильно засохшие старые листья снимаются все равно сложно. Но возможно. Сделаю больше надсечек. Старый цветонос отрезаю под самое начало цветоноса. Ничем обрабатывать не нужно. Он сухой и ничего не будет пропускать внутрь ствола. Да и ствол, он уже одеревеневший. Так что патогенная микрофлора туда не проникнет. Хотя он еще живой. Обрабатывать будешь? Нет, обрабатывать я тоже не буду. Он очень длинный. Не проходит в такие длинные стволы никакая, можно сказать, инфекция. А вот эти чешуйки мешают росту корней. Ну, хотя вот от такого серого ствола корни уже расти не будут. Но вот под чешуйками видно, что здесь хотел вырасти корень, но не получилось, потому что уж очень жесткая эта чешуйка, и корень не смог прорасти. Ну, керамзитинки я убирать не буду, потому что посадка будет в керамзит и кору. Смысла отрывать от корней приросший керамзит никакого нет. Кстати, старый керамзит можно использовать 2 раза, прокипятив и промыв в воде. Цветоносы оставлять не стоит, потому что они будут разлагаться, а разлагающаяся органика – это питание для подур. Хотя кора – это тоже разлагающаяся органика. Напоминаю, что подуры не вредят орхидеи, они не питаются зеленой частью растения, а питаются разлагающейся органикой. А вся разлагающаяся органика у нас находится в горшке. Это кора, вот разлагающиеся части засохших цветоносов. Если они будут находиться все время во влажном состоянии, они тоже начнут разлагаться, поэтому мы убираем по нескольким причинам. Одна из причин – это не оставлять питание для подур. Но и основная причина – это рост корней. Они мешают росту молодых корней. Процесс получился длительным, но эффективным. Приходится прикладывать усилия. Ну вот. Все чисто. И старые корни, все вот эти тяжи ненужные, тоже можно отрезать. Вот у меня заняты руки, а Ричи продолжает приносить мне игрушки и требует внимания. Ну, а как ты хотел?
Я не сильно, в общем-то, возмущаюсь, но просто... Вот Просто, да. Юлечка спит. За окном осеннее, Осенний пейзаж. темное небо. Да, А Ричи собирается веселится. дождь. Да, дождь собирается, точно. Так, Кто спрашивал, где Сёма? Вот он стоит и думает, идти ему сюда или не идти. да, скажи, там Ричи. А, ну Ричи занял. Есть конкурент. Горшок я взяла новый, но он такого же размера, как и старый. 2,4 литра. И вот единственный корень, который я хочу отрезать, он в середине сухой, так как корней очень много, чтобы его не помещать в горшок, можно его отрезать совсем. А эти корни сейчас я помещу в горшок. Можно взять горшок большего размера, но у меня, к сожалению, нет на данный момент. Но и в этот горшок такое количество корней поместится. И мой любимый прием для вот такого укладывания корней — это держать орхидею по центру горшка, вернее, даже не держать, а придерживать. И все, а горшок поворачивать или по часовой стрелке, или против часовой стрелки, ну, как получается по росту корней. И вот так аккуратно уложить все корни в горшок. Вот она сама прекрасно держится в горшке. Посадка — это самое простое. Просто насыпать керамзит с корой. В процессе посадки я всегда постукиваю руками по горшку, для того, чтобы грунт распределялся более равномерно и не было больших воздушных карманов. Не нужно постараться укрыть все корни грунтом, но чтобы шея орхидеи осталась сверху посадки. Потому что доступ воздуха к шее орхидеи — это очень важно при любой посадке. Всегда должен быть доступ воздуха к ней. Ну вот и все. Орхидея выровнена в горшке, хотя у нее все равно есть какой-то наклон, но в более приятном для глазу состоянии. Я надеюсь, что она зацветет, но она немного капризна. Она любит зацветать на разнице температур. Лучше всего отпускает цветонос на балконе или на подоконнике, когда больше холодного воздуха. Я ее неделю подержу в теплом помещении, потом перенесу на балкон. И надеюсь, что она зацветет в этом году. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.